cool. Приветствую, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Шеф, и сегодня мы начинаем мною долгожданную игру под названием Канариум. Так, сейчас я быстро избавлюсь от громкого звука. Вот не знаю, как оно будет играть на фоне со мной. Блин, но музыка должна быть громче всего тут в любом случае. Ну вот. Это игра от разработчиков, что разработали Darkness Within, 2 части. И я рад записывать их новое детище снова. Это будет, ну, более-менее полное прохождение, то есть я участвовал в бета-тесте и в игре, в принципе, разобрался. Вот, у меня тут есть продолжить, но продолжать я не буду. Так, и что-то мышка очень резко бегает. Вот, так, нормально. Так, ну, давайте начинать. Я еще не совсем уверен, правильно ли я тут графику себе настроил. Тут придется тоже разобраться чуть-чуть. Ну, по ходу посмотрим. Я томить не буду, если увижу какие-то недостатки, то сразу исправлю все, а потом мы продолжим. Ну да, как 2 предыдущие игры начинается. Неудивительно. Safest shores, for there are things that cannot be undone. Вот это вертится Канариум. Такой увеличенный. Постой. Диалоги очень тихие, да и звук, в принципе, почему-то очень тихий. Неужели? Вот это все так мало. Ну, давайте так хотя бы. I thought my head was about to explode. Так, нажмите Escape, чтобы войти в меню управления. Так, ну что тут? Вроде бы ничего не поменялось. Да, абсолютно все так же, мне это уже знакомо. This device,
Its noises are resonating in my mind. Ну да, точно. Оно. Я нашел фонарик. Так, окей. Ну, пока мы не совсем понимаем, что тут происходит. Когда я очнулся в переговорной на антарктической базе Апуат, это странное устройство уже было на моей левой руке. Неудивительно, что я о нем ничего не помню. Да. Так, медицинские записи доктора Девита. Журнал наблюдений, 4-й сеанс, 49-й год. Так, 19:05. Все участники 5 минут назад приняли смерть в дверцах и вошли в некое измененное состояние сознания. Теперь они что-то невнятно бормочут, словно монотонно читают какой-то текст, но это бессознательные звуки. Кажется, они беспокоятся. Я наблюдаю, как у них двигаются конечности, и, как всегда, гадаю, вызваны ли эти движения их видениями или чем-то еще. Как обычно, устройство гудит и светится, но на этот раз атмосфера чем-то отличается от предыдущих сеансов. Какой бы ни была на то причина, устройство, похоже, посылает какие-то сигналы, используя код, который я не в состоянии понять. Я все больше нервничаю, оставаясь здесь, посреди холодного, мрачного и пропитанного фимиамом помещения, в одиночестве. 19:19. Кажется, участники начали бормотать громче и быстрее. На стенах в такт с работой устройства танцуют яркие тени. Я слышу, как снаружи воет ветер. Похоже, приближается буря. А что-то может и похуже. 19:24. Прошло 5 минут и 3 секунды. Они ушли за пределы моего понимания и контроля. Теперь я ничего не могу сделать, лишь молиться об их успешном возвращении. Да, вот здесь у нас обычный текст, который не переведен на наш русский язык, а здесь, ну, для тех, кто не понимает каракули. Что ж, в принципе, это очень красиво оформлено. Мне нравится. Компас. Сломан, наверное. Древний шаманизм. Понятно. Упаут. Expedition Handbook. Журнал экспедиции. А это и есть смесь в дверцах, да? Да, точно она. Да, но тут у всех есть. Так, ну, здесь все, по-моему. Hello? Anybody here? Where is everybody? Не знаю. Locked. Looks like we're having a power problem right now. Да. Нет электричества. Я выяснил, что антарктическая экспедиционная база Апуат погружена во мрак, а некоторые системы не работают из-за отсутствия электроэнергии. Но почему никто до сих пор не устранил неполадки? Где все? Окей. Необходимо вручную включить снаружи внешний источник питания. Хорошо. Медицинское объявление. Контроллер Йохан Девит. Или контролер Йохан Девит.
Дата завершения. Нет. Пояснение. Вниманию членов команды, которые испытывают проблемы со сном. По результатам проверки, связанной с ростом количества происшествий, я пришел к выводу, что причиной является эмоциональная несдержанность, вызванная необходимостью обитать в замкнутом пространстве. Симптомы. Бессонница, сильные головные боли, зрительные и слуховые галлюцинации. Члены команды, страдающие от перечисленных симптомов, должны обратиться ко мне лично для тщательного осмотра. Эта тема также станет главной для обсуждения на общем собрании, которое состоится завтра после обеда. Эта проблема может угрожать безопасности нашей работы, поэтому к ней следует отнестись со всей серьезностью. Врач. И подпись. Мне нужно найти членов команды. Я проснулся в этих чужих стенах из-за серии смутных кошмаров. В одном из карманов я нашел чистый блокнот, в котором я делаю записи. Я помню лишь то, что со мной должны были быть и другие люди. В голове сохранились два имени. Доктор Фауст и доктор Дэвид. Кроме того, попытка покопаться в памяти вызывает страшные головные боли. А она и без того раскалывается. Пожалуй, мне побыстрее стоит найти кого-нибудь из команды, чтобы узнать, что тут происходит. Уведомление о погоде. Контролер Николай Хэнсон. Дата исполнения нет. Пояснение. Ожидаемая снежная буря. В течение ближайших 2 недель ожидается снежная буря. При выходе наружу крайне важно принять все меры предосторожности и оповестить весь ответственный персонал. Пожалуйста, примите во внимание, что в течение этого периода радиосвязь между базой и кораблем может отсутствовать. Подпись. Остановите эти чертовы сеансы. Ладно. Посмотрим. Ух ты, какая тут метель. Так, по флажкам надо идти. My mind is cloudy. All I can remember is the successful establishment of the Upper Antarctic base. And after that, nothing is clear in my mind. Ладно. Так, хорошо. Так, окей. Починить электричество. Сейчас сделаем. Я нашел немного изоленты. Locked. Я нашел ключ. Я нашел канистру. Как много я всего нашел. Что, порвалась тут шланг. Окей. Говард Филлипс Лавкрафт. Хребты безумия. В этой повести подробно излагается судьба печально знаменитой антарктической экспедиции Мискатонского университета в 1930-х годах. Главный герой Уильям Дайер, профессор геологии Мискатонского университета, пытается помешать новой запланированной и широко разрекламированной экспедиции в Антарктику. Окей. Это трофеи у нас. Очень, кстати, прикольные вещи, довольно-таки трендовая, надо сказать. Трендовая, не знаю.
Так, ну даже фонари моргать перестали. Так, ну можно и прогуляться, в принципе, тут. There's a strong light shining over there. Somehow it reminds me of a lighthouse. Угу. Может быть. Так, ну, ситуация пока понятная. Никого нету, мы один, и надо хотя бы... It's not safe to go farther away from the expedition base in this weather. Ну, в принципе, да, но... Я хочу походить тут. Да, ситуация понятна, никого нету, мы один. Надо разобраться, что тут происходит, наверное, в первую очередь. Где все? Так, это просто какая-то смотровая площадка, может быть... Такое могло бы ставиться даже для вертолета. Когда вертолет-то сделали? Ну, первый нормальный вертолет, я имею в виду. It's easy to get lost in this weather. I'd better stay close to the expedition base. Окей. Значит, все. Пойду на базу. Видимо, да, погода реально какая-то не такая. Тут лучше не гулять. Окей, свет есть. What was that? Не знаю. Ушел он сюда. It's locked. Locked. Николай Гоголь. Портрет. Дань русской культуре. If his coat is just right here, where is he now? Кто его знает. Locked. Я нашел рацию. This is Frank Gilman from Apuat Antarctic Expedition. Over. I guess nobody can hear me. Хм, неудивительно. It's locked. Ух ты, ё-моё. Хм. Locked. Locked. Все закрыто. Каюты. Классно. Я нашел заметки Хэнсона 2. Так, эти кошмары становятся невыносимыми. Я все еще вижу в своих снах того же человека, но теперь он держит в руках... почему-то я думаю, что это цветок лотоса. Кажется, мы снова и снова продолжаем тот серьезный и мрачный разговор. Но я так и не могу вспомнить его содержание. Во время работы я иногда слышу по радио его голос. Я не понимаю, что он говорит. Скорее всего, это какое-то бессознательное бормотание. Я боюсь кому-то об этом рассказывать, потому что меня отвращает сама мысль о возможном отстранении. С какими-то кляксами замалевано тут. Бабочка. Это что такое? Так, стул сделан круто.
Одна из составных скульптур, на которые мы натолкнулись во время первых вылазок, у нее на лбу и на ладони открыт третий глаз, который, как мне кажется, указывает на какое-то состояние всезнания. Потому что почти на всех барельефах, которые нам до сих пор попадались, есть отсылки к знанию и к старцам. Все это наводит на мысль о том, что существа, населяющие эти залы, получили какое-то знание от старцев, легендарных созданий из первобытных мифов. Несколько других примеров с остальных скульптур от гуманоидов до рептилоидных существ оказались поврежденными и в плохом состоянии. Отсутствие некоторых частей тел было компенсировано воображением скульптора. Нельзя не обратить внимание на обилие пятиконечных форм в различных постройках. Кроме того, большинство элегантных фигур, молчаливо наблюдающих за нами сверху, явно принадлежат рептилоидным созданиям. Когда мы впервые нашли такую гротескную фигуру в почти материальной тьмы пещеры, где она была вырезана тысячелетия назад, ее рептилья морда вызвала смятение в нашей группе. Некоторые утверждали, что слышали, как она приглушенно смеется. Сосновая шишка, которую фигура охраняла или прятала в своих вполне человеческих руках, да, кстати, покрыта символами, которые нам лишь предстоит расшифровать. Окей. Хорошо. Достаточно домашняя обстановка, только как-то тут все безнадежно. Даже страшно немного. Я нашел ключ с биркой. Так. Я все больше склоняюсь к мысли о том, что наши ночные видения не просто расплывчатые фантастические отражения нашего опыта, полученного наяву. Каждый раз, когда меня одолевает дремота, передо мной открываются великолепные виды. Я вижу странную незнакомую панораму, которая дает представление о внешних размерах этого мира, что мне лишь предстоит исследовать. Жаль, что я не художник и не могу изобразить свои видения. Я знаю только, что все началось с сеансов с Канариумом. Пусть я не принимал в них участие, но они как-то на меня повлияли. Я чувствую, будто бы... меня в бессознательном состоянии поглощает небытие, как я пересекаю линию с занавесой сна. Эл Фергюсон. Окей. Заперто. Private rooms. Окей. Блейк. Так, не открывается. Так, я нашел заметку, в которой объясняется цель экспедиции. Я знаю, мы вплотную приблизились к тому, что ищем. Во время сеансов адаптации, которые мы проводим в переговорной, я ощущаю, будто меня ведут, указывая мне направление, в котором нужно искать. Это может означать, что мы смогли добиться синхронизации с древним источником. Портативный канариум, который мы носим на левой руке, соединяется с древним источником и воспринимает его пульсацию. Я иногда думаю о том, смогла ли еще хоть одна душа за сравнительно короткое время существования человечества достичь того же. В тщательно спрятанных и труднодостижимых источниках, которые я искал по всему миру, говорится, что это устройство создал внеземной вид, раса старцев, миновавшая стадию механизированной жизни на других планетах. Однако его назначение остается неясным. Понятно. Вот чё.
Генерируемый голос выводится через динамики. Нужно отрегулировать входную мощность. Вход питания, задняя панель. Звуковые и визуальные данные подаются в систему через первичные фильтры. Неужели нельзя подать в машину непосредственно сигналы мозга? Древние источники очень скрытны на этот счет. Я попробую улучшить устройство в соответствии с работами Р. Бекона и Вольфганга фон Кемпелена. Окей. .8. Свет, уравнение, фоторецепторы, свет, сервоприводы. После нашей случайной и быстротечной воздушной разведки дьявольского и совершенно чуждого циклопического лабиринта, построенного из кубических, изогнутых и угловых блоков, мы смогли обнаружить большую часть мест, упомянутых руководителем экспедиции Мискатонского университета профессором Уильямом Дайером. Но то, что мы ищем, находится не здесь, не в населенных призраками шоготских руинах. Согласно данным из разных источников, нам нужно проникнуть в куда более древние руины за городом старцев, прямо на вершине горы за хребтами безумия. Этого места избегали даже старцы, причем построили его намного раньше того города, который исследовала группа доктора Дайера. Фух, сейчас мы уходим в земли, которые никто до нас не видел. Это обширная суша вокруг Южного полюса, которая возвышалась над первобытным океаном, когда старцы спустились со своих звезд. Это зловещее место. В большинстве тайных источников оно не упоминается вообще, в то время как на некоторых фресках в городе старцев оно изображается с трепетом и отвращением. Я нашел заметку о местоположении базы. Я нашел предмет, похожий на рукоятку. Так. Вряд ли. Нет, не тут. Так, ну ладно. Что тут-то? А тут застряло. Тайные растения древних времен. Так, ладно, черт с ним. Раз уж взялись, то надо как-то это решать.
Нет. Надо как-то выше брать. Ну-ка. Нет, точно не то. Нет. Нет, что-то не то, надо выше брать, точно. О! Господи. Привет. Who are you? I'm Frank. Frank Gilman. Is that so? Ну да. Is there a problem with that? My name is Frank Gilman, an anthropologist joining this expedition upon the invitation by Venerable Dr. Faust himself. This thing is claiming that it's me. That's absurd. Why? Но меня пока интересует больше всего, где все. Where is everybody? They are here. Я тут никого не вижу. Это точно? I don't see anybody around. Are you sure? Yes. Они здесь, да? Что тебе известно о докторе Фаусте? What do you know about Dr. Faust? He is the grand mastermind and the pioneer of this expedition. Ладно. Фрэнк, скажи мне, что ты тут делаешь? Okay, Frank. Tell me, why are you here exactly? I am here because of my extensive knowledge on the human pineal gland. I am one of the Canarionauts. Канарионавт? Canarionaut?
Voyagers beyond. За пределы? За пределы чего? Beyond? What beyond? No answer. Ты говоришь, будто бы ты — это я, Фрэнк Гилман. Но ты всего лишь машина. You're claiming that you are me, Frank Gilman, but you are just a machine. And you are just air. Воздух? Это что еще значит? Air? What do you mean by that? It doesn't answer me. Вы нашли секрет. Автоматическая машина, которую я нашел в комнате доктора Блейка. Это странное устройство в одинаковой мере увлекло и пугало меня. Похоже, оно способно давать на мои вопросы логичные ответы. Ну как вообще это возможно? В его глазах светилась мысль. Это меня глубоко взволновало. Кроме того, пообщавшись с ним, я ощутил безысходность, сменившую прежнее чувство одиночества. А это значит, что мне и дальше какое-то время придется оставаться чужаком в этом необитаемом месте. Да. С научной точки зрения, эпифиз, оно же шишковидное тело, шишковидная железа, канариум или эпифизис. Окей. Это маленькая эндокринная железа, расположенная в головном мозгу и по форме действительно напоминающая сосновую шишку. Где? Это? Да, pineal gland. Вот это вот оно. Так, она находится в области четверохолмия среднего мозга между полушариями. Шишковидная железа вырабатывает мелатонин, гормон, производный серотонина, который регулирует сон как в циркадных, так и в сезонных циклах. Однако в мистической традиции и философии ей приписывается другая роль. Рене Декарт назвал ее вместилищем души и местом, где рождаются мысли. А мадам Блаватская в своих работах назвала его не иначе, как третий глаз или чакра Джана. Будучи все еще недостаточной частью человеческого тела, эпифиз прочно занимает место одной из самых важных каналов между нашей материальной и постоянно деградирующей мистической природой. Я нашел заметки доктора Дж. Барлоу. Сегодня, благодаря указаниям, которые с демонической точностью раздает доктор Фауст, мы нашли растение Сиетти. О боже, как страшно меняется его лицо в миг победы. Его пронзительные черные глаза сверкали в непроницаемой тьме катакомб, возникшей задолго до появления человека. Вы только представьте, среди этой отталкивающей и удушающей ветхости он выкрикивал громкие фразы, взятые, как мне показалось, из печально известного Некрономикона, написанного безумным арабом в 700-х годах нашего века. Для моих нервов это уже слишком. Все эти события словно театральное представление, успешно поставленное и сыгранное одним единственным человеком. Никто ничего не сказал вслух, но все читалось на лицах. В тот момент все понимали, что природа знания, показанного нам тогда, была абсолютно аномальной. Что же касается Сиетти, то пока рано что-то писать. Несколько дней я проведу за исследованием растения, оформлю свои выводы. Джеймс Барлоу. А что его записка делает в комнате Блейка? Доктор Фауст. Фрэнк Гилман. I don't remember where my keys are. Потерял ключи. Отлично. Так, это, конечно, очень интересно, но думаю, на этом стоит закончить вступительную часть для сохранения интриги и, в принципе,
Еще раз для сохранения интриги. Ладно, всем пока и удачи. Подписывайтесь, ставьте лайки и комментируйте. Вступайте в группу в Стиме и ВКонтакте. Всем всего доброго, всем пока-пока.